Теперь берем самый светлый оттенок мулине, вышиваем целой пасмой 6 ниточек и вышивать будем стежками рококо. Вот у нас здесь в центре 2 стежка, самых длинных. Нам нужно проложить стежок рококо посередине между этими стежками. Выводим посередине. Немного ниже вершины лепестка. И посередине в основании лепестка заходим. И теперь в первой точке опять выводим кончик иглы. Набираем 22 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Расправляем, чтобы виточки были аккуратненькие. Уходим наизнанку. Продолжаем. Для серединки мы будем использовать 2 оттенка мулине. Такой горчичный для внешнего колечка и желтенький для внутреннего кольца. Итак, начнем мы с горчичной и вышивать будем французскими узелками. Сначала вышьем внешнюю часть нашей серединки. Мы ее вышьем французскими узелками, но не обычными, а не затянутыми. То есть мы будем вышивать те же самые французские узелки, что и обычно, но мы их не будем сильно затягивать, чтобы получились они более пышными. Смотрите, как это делается. Набираем 2 навива. Прокалываем ткань, но не подтягиваем сильно, а оставляем нить свободной и уводим наизнанку. Получился французский узелок, не затянутый. Следующий. То же самое. Делаем 2 навива, свободненько. Сильно не затягиваем. Уводим наизнанку. Вот такие они получаются. Красивые, большие, пышные французские узелки. 2 навива. Сильно не затягиваем, чтобы получилась петелька.
Свободненько, все свободненько. Придерживаем, но не сильно. Не даем навивам быть слишком большими, то есть превращаться в слишком большую петлю. То есть следим за этим. И вот так по кругу мы выполняем узелки. Теперь переходим к внутренней части серединки, вышиваем ее ярко-желтым цветом, 6 ниточек, то есть целую пасму. Французские узелки. В этот раз мы выполняем обычные французские узелки. 2 навива, прокалываем и держим. И вот таким образом затягиваем узелок. Следующий рядом. Видите? Узелок также в 2 навива, но выглядеть он будет совершенно уже по-другому. Он будет намного меньше размером и будет такой плотненький. Подтягиваем и придерживаем. Обязательно здесь мы будем все придерживать. Всю серединку мы заполнили французскими узелками обычными. Видите, какая серединка получилась у цветка? Красивая. Переходим к вышивке листочков. Для этого мы будем использовать зеленые нитки мулине. Целую пасмочку. Мы вышьем листочки, прожилки и веточки к листочкам. Начнем с веточек. Выходим на лицевую сторону. Делаем стежок. Увели иглу с ниткой наизнанку. Теперь по изнаночной стороне чуть-чуть возвращаемся назад и выходим наружу, протыкая, прямо раскалывая предыдущий стежок. Это у нас называется шов в раскол. Длина стежка у меня примерно 5 миллиметров. Итак, мы добрались до листочка. Сейчас будем вышивать листочек. Есть много разных способов, но мы сейчас будем использовать самый простой, который называется косая гладь. Смотрите, вот таким образом мы будем с вами вышивать. То есть входим мы вдоль центральной прожилки, а выходить будем у края по контуру листочка. Направление стежков делаем вдоль воображаемых прожилок. Листочка. Причем направление стежков может немного меняться.
То есть здесь у нас почти горизонтально. Мы чуть-чуть разворачиваем стежки, получается. Стараемся, чтобы нитки перекрывали полностью ткань, чтобы ее не было видно. Это нетрудно, учитывая, что ниточки у нас довольно толстые. Чтобы получился разворот стежков, нужно, чтобы расстояние по контуру между стежками было чуть больше, а там, где у нас прожилка, чуть меньше. Тогда у нас стежки будут ложиться не параллельно друг другу, а с небольшим разворотиком. Здесь нам нужно будет развернуть, полностью развернуть, чтобы стежок лег ровно в центре. То есть здесь прямо в ту же самую дырочку можно втыкать. Так, ну и идем в обратную сторону, в другую сторону листочка. Мы с вами заполняем. За счет того, что ниточки такие толстенькие, листочек у нас получился очень пухленький. То, что нам нужно. Здесь немножко тоже начинаем уже разворачивать. Теперь нам нужно вышить прожилку. Выходим вот здесь. Это то место, откуда у нас начинается прожилка. И основание лепестка прокалываем насквозь и снова выходим в первой точке. Сейчас будем делать навивы. Это стежок рококо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Я смотрю на глазок. 21, 22. Хватит нам этого или нет? Давайте попробуем. Расправляем, подтягиваем и увели. Переходим к следующему. Итак, мы будем рисовать, вышивать сейчас листочек. Нам нужно направление, соблюдать направление стежков. Оно будет не совсем параллельным, а будет разворачиваться в сторону центральной прожилки. Вот так, примерно как я показываю. Можете даже себе прорисовать, можете не прорисовывать.
на глазок я определяю. То есть, да, в каждом конкретном случае я определяю количество витков, которые я набираю на глазок. Если хотите, прорисовывайте. Не хотите, я прорисовывать не буду. Я это делаю на глазок. То если хотите, если вам будет проще прорисовать, то прорисуйте. Все остальные листочки мы сделаем точно так же. После того, как мы закончили вышивку всех листочков, перейдем к вышивке веточек. Для них я взяла вот такие вот горчичные ниточки, которыми вышивала серединку цветка. Можете также взять коричневые нитки. Шов, который мы будем использовать для вышивки, называется коучинг или выкладная нить. Нам понадобится наша обычная длинная игла, в которую мы вставляем нитку, целую пасму, а также обычная игла для ручного шитья с острым кончиком, в которую вставьте ту же самую ниточку, но в одно сложение. На конце завязываем узелок и начинаем вышивать. Основную нить выводим на лицевую сторону у основания нашей веточки, а дополнительную ниточку в одно сложение чуть-чуть отступив. И начинаем прикреплять основную нить по рисунку с помощью вспомогательной нити. Прикрепки делаем на расстоянии примерно 3 мм друг от друга. Выводим нить на лицевую сторону и затем уводим наизнанку в той же самой точке, захватывая нашу основную нитку. Основную нить прокладываем вдоль той линии, которую мы начертили ранее. Закончив вышивать одну веточку, переходим на другую. Сначала выводим иглу с тонкой ниткой, отступив немного от конца веточки. Затем основную нить уводим наизнанку и выводим на лицевую сторону в начале веточки, которую мы будем вышивать. Если ваша ткань, на которой вы вышиваете, достаточно прозрачная и на ней видны перетяжки, которые мы делаем по изнанке, тогда закрепляйте нить каждый раз и начинайте заново. После того, как мы закончили вышивать веточки, вышьем мелкие красные цветочки. Их мы будем вышивать французскими узелками.
Выполняем обычные французские узелки в 2 навива. Вышейте столько цветочков, сколько вам захочется. Закончив вышивку, не забудьте удалить все линии от маркера или ручки. Я это делаю, обрабатывая вышивку паром от горячего утюга. Выкладывайте ваши готовые работы с хэштегом, который вы видите на экране. С вами была Мария Фараонова.